Всем огромный привет! Предлагаю вам сегодня свой универсальный рецепт приготовления домашней сельди из любой речной рыбы. Рецепт проверенный, рыба получается без постороннего запаха, с приятным рыбным ароматом, слабосоленой. Такую малосольную рыбку не стыдно подать и гостям. Готовить несложно, процесс займет 2 суток, хотя усилий не так уж, я считаю, и много, но результат того стоит. Сложнее всего тут разделать рыбу. Подходит любая, я готовлю сегодня из карпа, толстолоб, пеленгаз, любая речная рыба. Конечно же, лучше всего, если эта рыба по весу будет от 2 кг, так тогда меньше костей. Филе карпа, из которого я готовлю, я уже разделала и решила еще удалить реберные кости, хотя это делать совсем не обязательно. По рецепту мне нужен 1 кг мяса. Какую часть вы будете использовать, тоже не принципиально. Вот такие небольшие кусочки. Нарезаем мясо так, чтобы было потом удобно кушать и красиво кусочки смотрелись на тарелочке. Вот где-то толщиной от полсантиметра, максимум до сантиметра. Дальше к 1 килограмму почищенного, порезанного мяса рыбы, вот такими небольшими кусочками, я добавляю соль и сахар на первые сутки. Соль обычная, не йодированная, крупная, 3 столовых ложки без горки. Первые сутки мясо маринуется солью и сахаром. И 2 столовые ложки сахара, тоже без горки. Все перемешиваю, накрываю пленкой и отправляю в холодильник на сутки мариноваться. Если вспомню, 1-2 раза, конечно, желательно перемешать. Параллельно будем готовить маринад отдельно, который тоже будет напитываться своими ароматами сутки. Пол-литра воды. Я добавила где-то 2 столовые ложки лаврового листа, я его поломала, чайная ложечка смеси перцев с горкой и чайную ложечку приправы для рыбы. Еще сюда надо добавить столовую ложку кориандра горошком. У меня просто он закончился, я попозже добавлю. Вот, закипело. Только закипело, накрываю крышкой и тоже сутки маринад стоит. Прошли сутки. Рыба промариновалась, там небольшое количество сока пустила. И вот добавляю я еще столовую ложку кориандра. Вы поняли, кориандр желательно в маринад. Маринад тоже отдельно напитывался своими ароматами. Сутки стоял. И теперь на 2 сутки мы соединили маринад с промаринованным мясом рыбы. И теперь еще на 1 сутки на 2 оставляем все вместе мариноваться в холодильнике. Накрываю пленочкой. Все. Прошли 2 сутки. Теперь достаю в чистую емкость мясо рыбы отдельно. Освобождаю от маринада. И теперь немножко вилкой или ложкой утрамбовываю, чтобы не было пустот. И эту рыбку надо залить уксусом, но беру яблочный уксус натуральный. И вот где-то 100-150 мл, тут не больше уйдет. И буквально на 15 минут оставляю для того, чтобы мясо посветлело, побелело так немного. И уходит вот этот весь посторонний тоже запах. Но
уксус яблочный у нас 6%. Если вы будете брать обычный уксус, то тогда немножко разбавьте его водой, но мне не нравится какой-то такой, он более тяжелый привкус дает мясу. Попробуйте с яблочным, это намного вкуснее, или хотя бы винный, можно уксус брать, можно заменить соком лимона. И теперь прошло 15, максимум 20 минут. Я достаю мясо рыбы в сухую стеклянную емкость, желательно только не в пластик. Поливаю небольшим количеством, вот так слоями, растительным маслом, самым ароматным, которое у вас есть. И селедка домашняя будет храниться в этой стеклянной емкости. Хранится она около недели. Конечно, так долго она у нас не задерживается, потому что очень вкусная получается. Вот, проливаю растительное масло. Растительного масла тоже где-то 100-150 грамм уходит на это количество, не больше. Потом оно никуда не выливается, когда мы подаем селедочку сверху этим же маслицем поливаем. Вот. Чтобы немножко как бы покрыло. Посмотрите, какое мясо, селедочка домашняя, очень ароматное, вкусное, мягкое мясо получается, сельди. И так накрываю стеклянной крышкой, отправляю в холодильник. Перед подачей нарезаю лучок, этим же маслицем, в котором домашняя селедочка хранится, поливаю сверху лучок и подаю. Вот. Лучок порезала, немножко зелени по желанию приминаю. Рукой, конечно, лучше это все делать. Приминаю немножко. И все, на тарелочку можно подавать на стол. На лучок. Посмотрите, какая вкусная, аппетитная селедочка, малосольная. Обязательно попробуйте приготовить. Этим же маслицем поливаем лучок и селедочку. Если вам понравилось мое видео и было для вас полезным, не забывайте оставлять свои лайки, комментарии под видео. И, конечно же, подписывайтесь, кто не подписался. А я на этом с вами прощаюсь, но ненадолго. Пока-пока.